Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале корпорация Зеленая Планета. Сегодня у нас вторая часть о первом ТО, так называемом ТО-0 трактора Шифинг SF244C. В прошлой серии мы с вами заменили масло трансмиссии в переднем мосту. В этой серии будем заменять масло в двигателе. Перед заменой масла в двигателе надо его прогреть. Вот я его уже прогрел, чтобы масло хорошо стекло. Вот. Ну и, конечно же, следуя инструкции заводской. Без инструкции никуда. Если делать все по инструкции, техника будет ходить долго и счастливо, и надежно. Погнали! Так, для начала откручиваем заливную пробку, для того, чтобы масло лучше сходило. Чистенько все. Так, оставим ее вот так вот открученной. Вот. И находим сливной болт. Где сливное отверстие? Сейчас будем искать. Вот оно находится под масляным фильтром. Вот здесь вот. Вот сразу вот масляный фильтр. Получается, чуть левее с моей стороны находится сливной болт. Сейчас будем его откручивать. Нам понадобится рожковый ключ на 17, потому что головка у меня сюда не подлезла. Так, я сорвал уже вроде бы. Сейчас откручиваем. Осторожно, масло может быть горячее, так как двигатель грелся. И вот, ну да, с двигателя уже черненькая идет. Ну хотя еще, я бы не сказал. Ага, вот смотрите, кстати, вот мне попало на палец. И вот видите, сейчас фокусируется. Такие вот это крошки. Но я думаю, это, наверное, скорее всего, с болта на краске. Краска отошла. Ну сейчас мы смотрим. Масло тепленькое, сливается хорошо. Сейчас я вытру руки и попробуем посмотреть на наличие какой-нибудь стружки. Конечно, магнитом бы желательно попробовать, есть там какой осадок или нет. Но я думаю, по-любому будет, потому что детали притирались. И в любом случае это нормально, если будет какой-то металлический осадок или как там правильно, стружка какая-то. Вот на пальце. Ну, вроде так не видно. Ну, что-то попадается, но это, наверное, краска отшелушивается. Ну, вот корпуса. Да и в принципе, если осадок будет, то он будет внизу. Сверху осадка не может быть, потому что все-таки металл он внизу, если стружка какая-то будет оседать внизу. По идее 10 литров должно быть масла в двигателе. Ну, сейчас сольем, посмотрим. Все находится в очень доступных местах, очень удобно. Доступ вообще замечательный, что в коробке, что в двигатель, что в переднем мосту. Очень все
В этом плане сделано хорошо. Сейчас я только... У меня будет проблемка, как открутить фильтра. Так как у меня нет специального ключа, попробую сейчас накинуть ремень. ГРМовский у меня где-то старый валяется. Попробую им крутить. Также буду менять сегодня топливный фильтр. Вот. Фильтра стоят космос, конечно. Не знаю, с чем это связано. Не, ну как бы понятно, что с чем это связано. Все-таки это трактор специфический, китайский. Интересно, сколько стоит фильтра на Беларусь трактор? Напишите, пожалуйста, в комментарии. В комментариях, кто знает, сколько стоит масляный фильтр на трактор Беларусь. Либо сколько стоят фильтра масляные на ваши трактора. Мне очень интересно будет узнать. Потому что фильтр на этот трактор, оригинальный фильтр, стоит, ну я, если честно, думал, что будет немножко как бы дешевле. Но думал, ну что там, фильтр и фильтр. Если взять машину, допустим, жене я поменял масло вместе с фильтром, там, грубо говоря, за $50, то тут два фильтра стоят, ну, чуть меньше, там, $40. Ну, как бы по $20 за фильтр. Ну, не знаю. Мне кажется, немножко многовато. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, масло слил. Вот такого вот оно цвета. Черненькое. Как и должно быть в дизельных тракторах, в машинах. Неважно, да? Хотя, не знаю. Ну да, скорее всего, это нормально. В принципе, оно вам, наверное, не видно, оно как бы так вроде черное. А если берешь... Хотя да, кого я обманываю, черное. Итак, переходим к конструкции. Куда же без нее? После того, как слили масло, что нам пишут? Слейте моторное масло из масляного картера двигателя, пока двигатель все еще горяч. Добавьте чистое дизельное топливо через маслозаливную горловину, чтобы промыть начисто масляный картер, масляный фильтр. Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра, потом залейте свежее моторное масло. Ну что ж, приступим заливать солярку вот сюда, в двигатель. Хотя вот еще есть тут заливное отверстие. Оно идентично, что через верх, что через низ. Ну, через верх, наверное, просто как бы правильнее будет заливать. Но если нет воронки, вот у меня нету, например, такой воронки, то я думаю попробовать через это отверстие залить. Я сначала думал, что это отдельно идет, вот видите, на смазку ТНВД, но в сервисном центре мне сказали, можно и сюда заливать, можно и через верх заливать, разницы нет, куда удобнее. А я сначала думал, что это чисто только для насоса. Вот. Ну что ж, давайте заливать солярку. Подлезть еще туда. Залил я солярку в двигатель. Вытираем все.
Немножко поразливал. Но ничего страшного. Прикроем немножко пробку, чтобы не летела туда всякая грязь. Не знаю. Двигатель, я думаю, не надо заводить с соляркой внутри. Или надо? Не, я все-таки не рискну. Промою просто так. Там в мануале не написано «заведите двигатель». В мануале написано «слейте моторное масло». Просто промыть. Про завод двигателя ничего не написано, поэтому ничего заводить не будем. Да и в принципе, как так, заводить двигатель с соляркой внутри, я думаю, это чревато. Так, откручиваем, смотрим, что там у нас получилось после промывки. Залил 10 литров соляры. О, живенькая, о, солярочка. Красота, все промыла. О, отлично. Все грязь умыла. Отличненько. Итак, дорогие друзья, солярку слил. Была, ну, такая и черная, и светленькая, такая, нормально промыл, хорошо, в общем, промыл. В общем, фильтр мне не получается открутить. Ни ремнем, никак. И я пришел к такому решению, старым проверенным способом. Я на мотоцикле так тоже меняю фильтр, когда не получается открутить. Берем, для этого нам понадобится отвертка помощнее и молоток. Берем отверткой, пробиваем фильтр где-то вот здесь. Делаем как бы такой рычаг и откручиваем. И вот таким вот нехитрым способом, друзья, откручиваем масляный фильтр. Вот, я также в мотоцикле менял, когда у меня не получалось открутить. Тут ничего страшного нету. Главное внизу, чтобы не задеть, потому что тут, ну, мало ли, вот видите, вот это вот, чтобы не задеть. А здесь пробиваем спокойненько отверткой и спокойно выкручиваем фильтр. Так, берем новый масляный фильтр, оригинальный. Вот его маркировка, может, если кому-то надо. Вот. Смазываем резинку маслом, как всегда. Дошенечка. Ну, и резьбу можно. Можно налить сразу масло в фильтр. Можно потом. Я потом. И накручиваем. Смотрим, чтобы все пошло по резьбе. Аккуратненько. И зажимаем просто рукой. Все. Можно, конечно, еще подтянуть. У меня старый ремень ГРМ в гараже есть. Можно подтянуть, чтобы уже наверняка. Но оно и так никуда не денется.
Так, фильтр поменяли, закрутили, снизу закрутили поддон, лейку вставили. У меня нету лейки, он такой кривой, не могу найти. Где-то была, не могу найти, чтобы залить через верх, поэтому я буду заливать сбоку. Масло. Масло, какое у нас масло? Масло у нас 10В40, дизель экстра. Вот, полусинтетическое, универсальное, всесезонное моторное масло для дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Так, берем, заливаем. Канистре 5 литров, льем смело. Так. Очень удобно сделано, конечно. Если нет лейки, кривой через верх не получается. Сбоку можно залить. В этом плане молодцы китайцы. Продумали. Так. Тоже до конца не доливаю. Чуть-чуть оставляю, пару грамм. Чтобы избежать там. Ну, хотя тут не может быть никакого осадка, но все равно. Так, посмотрим. После залива 5 литров на щупе у нас минимум. На щупе минимум после 5 литров. Хотя мне даже вот сюда и лучше заливать, оно сразу попадает в поддон, как бы в картер. Сразу видно, не надо ждать, пока стекет. Так, вторые 5 литров льем. Так, залил 8 литров. Уже сейчас залью 9 литров. Почти заведу, разгоню его по фильтрам, по всем. Сейчас воронку уберу, пока прикрою немножко. Заведем трактор, разгоним масла, чтобы разошлось по системе. Так, разогнали. Что там у нас по щупу? Так, сейчас она пусть сольется хорошенечко. Подождем. Так, в общем, друзья, не повторяйте моих ошибок. Я немножко перелил масло. Немножечко перелил. Надо было не долить, посмотреть, но я что-то как-то упустил этот момент. Так что не повторяйте моих ошибок. Ну ничего страшного, здесь есть вот такой вот шланжик. Я не знаю, как это правильно называется, если честно. Тут, наверное, какой-то тоже фильтрующий элемент стоит. И масло лишнее
погнала вот отсюда. Вот, так что, друзья, не повторяйте моих ошибок. Лучше не долить чуть-чуть, посмотреть по щупу, чем перелить, и потом это масло все выльется на землю. Вот как у меня. Ну, прошу меня сильно не судить. Делаю я это первый раз в тракторе. Хотя, неважно где, в мотоцикле меняю часто. Ну как часто? 2 раза за сезон. Можно было и додуматься, но что-то как-то с головы вылетело, если честно. Вот. И залил больше, чем надо. Поэтому, друзья, внимательно, лучше не долить, чем перелить. Потом это масло просто выльется на землю. Вот, поэтому будьте внимательны. Так, ребята, таким же макаром с помощью отверточки откручиваем топливный фильтр. А нет, в принципе, все правильно. Таким же макаром откручиваем топливный фильтр. Вот. Вот такой вот новый. Такая вот маркировочка. Его не забываем смазать резиночку соляркой. И накручиваем на место. Аккуратненько, чтобы все шло по резьбе. Смотрим. И тоже затянули вручную, но будет достаточно. Здесь сверху болт развоздушки. Сейчас после замены, наверное, я возьму, залью сюда солярки через верх, чтобы в фильтре уже было. До конца не закручиваю. Здесь есть такая подкачка. Сейчас накачаем, прикрутим. И заведем трактор. Завелся скороборотом, все отлично. Смотрим, чтобы ничего не подтекало. Вроде ничего не текет. Если надо, развоздушиваем немножечко. Вот. И затягиваем. Так, вытираем все, чтобы не было этих всяких, потом на соляру пыли налипнет. Максимально постарайтесь вытереть все хорошо, или хотя бы не разлить, как я криворукий поразливал. Вот, ну что, с топливным фильтром закончили. Переходим на воздушный фильтр в масляной ванне. Поддеть. Так.
Посмотрим, что тут у нас. Вот, почище. Синочка. Он чистый. Он чистый. Тут масло тоже чистое. Но раз уже сняли, то промоем в солярке. Пока неудобно положу. Промоем в солярке, зальем новое масло и поставим на место. Вот. Ага. Здесь еще. Так. Здесь еще снизу такое. Вот. Как это правильно называется. Такой как бы зажимчик. И вот еще фильтр. Ну он чистый, абсолютно чистый. Я не ездил же еще нигде по полям. В основном по дорогам. Вот. Но промыть надо. Здесь я тоже возьму в пульверизатор солярки, распрыскиватель налью, тоже промою, сбрызну. Вот. Итак, фильтр вымыл, чистенький, залил свежее масло. Вот. Фильтр чистенький, все хорошо. Ставим на место. Так. Натираем все. Аккуратненько. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на этом первое ТО закончилось. Еще, конечно, по желанию можно поменять охлаждающую жидкость. Даже не по желанию, а в мануале, в инструкции написано, что надо поменять. Но у меня сегодня нет охлаждающей жидкости. Наверное, поеду завтра, куплю и заменю. Также можно поменять. Ох, закручено, не открутить. В гидроусилителе. Вот, но оно тут чистенькое и он в уровне, поэтому я думаю, смысла нет менять. Тем более, что тут трактор прошел, грубо говоря, 20 часов обкатки без нагрузки. Ничего еще не могло сильно так случиться. Ну что ж, дорогие друзья, вот сделали мы первое ТО вместе с вами. Если я что-то делал неправильно, не обессудьте, делаю это первый раз. Никогда раньше это не делал, да и вообще трактора у меня никогда не было. Поэтому делал все по книжке, по мануалу. Плюс мне рассказали в сервисном центре, как сделать, сколько масла куда лить. Вот. Немножко я ошибся с маслом, двигатель перелил, но благодаря там как бы отводной трубки, как это правильно назвать, не знаю, лишнее масло выдавило. Но не повторяйте моих ошибок, лучше не долить, посмотреть по щупу, потом долить сколько надо. Вот. На этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите меня. Мира всем, любви, добра, удачи
Да пребудет с нами сила Земли. Пока.